Друзья, добрый день. Еще подождем минутку. Сейчас все присоединятся, и я также настраиваю трансляцию в YouTube, чтобы там осталась запись. И сейчас начнем. Напоминаю, что эфир у нас про транзит Раху и Кету на ближайшие 1,5 года, поэтому если у вас есть вопросы, можете их задавать. Также поставьте реакцию, что мне видно, слышно, все отлично. И что музыка, которая играет на заднем фоне, не слишком мешает, что меня слышно. Окей. Я думаю, мы можем начинать. И сегодня расскажу, почему, в принципе, этот транзит важен, почему нам нужно ориентироваться на лунные узлы, как они именно влияют на нашу жизнь. И также я расскажу, что стоит ожидать каждому знаку зодиака, как этот транзит будет проигрываться у вас. И разберем все 12 знаков. Пока опубликовано у меня на Инстаграме 6. Первые 6, но сегодня расскажу обо всех, поэтому оставайтесь до конца. Если не знаете своего восходящего знака, можете мне потом написать ваши данные, и мы составим карту. Я вам скажу, по каким домам у вас будет проходить этот транзит. Итак, Раху и Кету. Прежде всего, что это такое? Да, мы это называем лунными узлами в ведической астрологии. В западной астрологии это называется северный узел, южный узел. Да, запись эфира будет, вы сможете ее позже посмотреть. Раху и Кету – это демон, и в ведической философии есть легенда, которая рассказывает о том, как он произошел, откуда он появился и почему он разделился на 2 части. И у меня есть видео на YouTube об этом, я рассказываю полностью эту легенду, она действительно очень интересная. Если в 2 словах, то этот демон всегда хотел стать богом, и он, скажем, воплотился, да, в виде, взял образ одного из богов, и когда разделяли Амриту, это нектар бессмертия между богами, он стал в очередь для того, чтобы выпить. И он успел выпить несколько капель, ноги его вычислили, скажем, другие боги. И он был наказан, его разделили на 2 части. И Раху — это, получается, вот верхняя часть, именно голова. И голова как раз-таки и отвечает, этот центр, который отвечает за наши желания, за наши амбиции, ненасытность, да, вот такую жажду, причем во всем. Нижняя часть тела, Кету, да, или южный узел, это как раз-таки та часть, которая, она отделена от головы, то есть там нет энергии, там нет никаких желаний, и это даже наоборот, то есть это достаточно сужающая, аскетичная энергия, и она в нашей натальной карте показывает прошлый опыт. То есть это та сфера жизни, те навыки, которые мы наработали из прошлых воплощений. Именно на них мы можем опираться для того, чтобы реализовывать свои кармические задачи. И именно кармические задачи мы смотрим по Раху, по его месторасположению, также аспектам и другим нюансам в карте, для того, чтобы понять, к чему человек будет стремиться, потому что эта энергия Раху как раз-таки и создает наше желание, дает нам энергию, стремление и показывает, к чему будем стремиться, да? А для того, чтобы реализовать эти амбиции, эти задачи, нам нужно опираться на что-то. И здесь в этой роли выступает Кету, наш накопленный опыт, и всегда находятся эти точки, это не планеты, то есть это лунные узлы, они всегда находятся друг напротив друга, между ними разница 180 градусов. Вот. И вся карта имеет, да, 360 градусов. Поэтому, чем важен этот транзит? Кроме того, что он влияет на каждого отдельного человека, потому что это энергия, и все здесь в мире, мы с вами состоим из энергии. Вентилятор отвлекает. Ну, я постараюсь немножко подвинуть, но могу сказать, что здесь очень жарко, я в Индии, поэтому без него я не смогу проводить
знаю, что он немножко создает, да, такой эффект. Сейчас посмотрим. Давайте попробую поближе. Окей. Может быть, так лучше. Так, продолжим. Так как, да, все в мире состоит из энергии, мы в том числе, на нас влияют планеты, лунные узлы, особенно лунные узлы, потому что они достаточно, они показывают карму, они показывают опыт и играют ключевую роль как и в нашем мире, так и в нашей жизни. И то, что сейчас происходит в мире, вот когда я готовила этот прогноз, я понимаю, насколько четко отображается и проигрывается это, потому что кроме этого транзита, конечно же, существуют и другие, которые указывают на накопленную карму, да, это сатурнский знак Козерога, где было скопление планет. И, в принципе, если мы вспомним, еще в декабре, когда я готовила прогнозы, там было скопление планет в Скорпионе. Скорпион как раз-таки и показывает все закулисье, когда тайное становится явным. Потом планеты переместились, большинство из них скопилось в Стрельце. И Стрелец — это уже такая огненная энергия, борец за справедливость, когда нам нужно, вот мы узнали правду, и теперь нам нужно с этим что-то сделать, да? И вот сейчас, февраль-март, энергия в Козероге, и поэтому это сатурнская энергия, а Козерог — это про то, чтобы теперь ту информацию, что мы узнали, с ней что-то сделать, применить. И сатурнские знаки, они про ограничения. Сейчас, скажем, отсеивается и отрубается все то лишнее, проявляется вся та карма, которая накопилась, и большей части все-таки негативная карма. И для того, чтобы совершить дальше переход в Водолей, вот следующий знак, который будет, и там будут, Сатурн туда перейдет, плюс будет поддержка от Юпитера, но уже в Рыбах, там мы сможем, скажем, создавать новые устои, новые правила и менять ту систему, которая, скажем, вскрылась, рухнула, больше нам не служит. Но прежде чем мы что-то изменим, что-то новое создадим, нам нужно полностью как бы вычистить. Это как колодец, что ли, да, где вот накопилось много разных вещей, которые мы не можем дальше с этим идти. То есть нам нужно эту воду очистить полностью, да, этот мир от энергии и от тех вещей, которые в нем происходят. И это все уже как бы больше на коллективном уровне, коллективная карма. Но в жизни каждого из нас у нас есть личная карма, личные карты, поэтому мы смотрим всегда именно конкретную, да, карту человека, его персональный гороскоп, для того, чтобы понять, как именно у него будут проигрываться те или иные транзиты или энергии. Все очень сильно зависит от самого человека, от его свободы выбора, как он живет, потому что можно свою жизнь поменять очень сильно, если этого сильно захотеть, попасть в то место или к тем людям, или к человеку, который может указать на совсем другой путь. Пойдя по нему, ты можешь полностью сменить вектор, но этот потенциал уже есть в карте, он заложен, да, просто это зависит от нас, мы хотим это использовать или нет. Так вот, Раху и Кету сейчас, перейдя в новые знаки, это знак Овна, Раху в него переходит, Кету переходит в Весы, эти знаки друг напротив друга, через несколько дней. То есть официально транзит еще не случился, он будет 17 марта, но их энергии, то есть когда мы говорим про планеты, про энергии, они не по расписанию, да, так четко проигрываются, и это не включить свет и не выключить. Мы их начинаем ощущать задолго до начала, потом они набирают силу, в середине, это как середина транзита, это как пик, да, где они находятся в максимальной позиции, и после это идет на убывание. И поэтому сейчас то, что происходит в мире, я расскажу, что олицетворяет собой знак Овна и Весов. Мы уже видим то, что это происходит, и в жизни каждого. Я спрашивала в Инстаграме, проводила такой небольшой опрос, если вы уже заметили, что эти энергии проигрались в вашей жизни. Потому что по своим картам близких, вот клиентов, с которыми я работала в этот период, я вижу то, что уже все происходит, все уже кипит, бурлит, и в том числе связано с этими транзитами.
Вот, поэтому делаем такое мини-исследование. Я еще раз выставлю этот опрос. Когда вы увидите, да, прогнозы для каждого знака, по каким домам у вас идет этот транзит, поделитесь обязательно, как он уже проявляется, или, возможно, возникают мысли о том или ином, да, у вас. Итак, знак Овна в естественном гороскопе или в космическом человеке — это первый дом. Первый знак Овен, да, он олицетворяет первый дом. И первый дом является фундаментом, в принципе, всего гороскопа. Именно по первому дому там находится наш восходящий знак или асцендент. Это тот знак зодиака, который находился на восточном горизонте в момент вашего рождения. То есть знак Луны и знак Солнца — это другое. А в ведической астрологии мы уделяем большое внимание именно асценденту. И по его силе, по силе первого дома, мы, в принципе, можем сказать, какая будет жизнь у человека, только рассматривая этот один дом, без остальных, да, сфер жизни, потому что если он ослаблен или есть повреждения, даже если потенциал очень большой, реализовать его будет сложно, потому что планета, которая управляет этим знаком, при повреждении она не может дать полностью всей своей силы, тех качеств, которые в ней есть, для того, чтобы реализовать потенциал. Но ведическая астрология верит, я тоже в это верю, в различные способы упаи или гармонизации, да, как поднимать те или иные энергии планет, потому что планета — это и есть определенные энергии со своими качествами, характером, да, проявлениями. Вот, поэтому, зная о слабых местах, мы можем им уделять больше внимания, прорабатывать и как бы наращивать, да, эти энергии для того, чтобы реализовывать себя, заниматься теми вещами, к которым вы стремитесь, которые вы хотите. Знак Овна также отвечает у нас за глав государства, общества и голову. То есть это то, как мы мыслим, наше мировоззрение, наше восприятие, взгляды. И это означает Раху в Овне, то, что в этой сфере будет происходить главная трансформация. И это огненный знак, это марсианский знак. Планета Марс, она достаточно агрессивная, активная. Марс — это воин, поэтому он главнокомандующий, и у него очень такая резкая энергия огненная, то есть он очень быстро принимает решения и сразу действует. И здесь тоже как бы есть теневая сторона, то, что многие из нас будут действовать именно находясь под влиянием, да, этих энергий, будем очень сильно вести себя импульсивно. И для того, чтобы это сбалансировать, нам нужно будет использовать энергию весов. Это именно про дипломатию, немножечко быть гибче, немножечко смотреть по сторонам, рассчитывать. Вот венерианский же знак весы. Венера, в принципе, планета, которая, она вот плавная такая, текучая, то есть она умеет всех удовлетворить, да, в том плане, что она никогда не скажет ничего никому в лоб. Это тельцы и весы, те, у кого это восходящий знак или они проявлены очень сильно в карте, это те люди, которые всегда примеряют обе стороны. Они никогда не идут на конфликт, они никогда не выставляют кого-то правым или неправым. Позамечайте это вот в себе или в других, кого вы знаете. Так вот, здесь это будет и ключевое, да, использовать кету в весах, то есть это опыт, знание о дипломатии для того, чтобы развиваться по Овну. То есть класс, у нас будет энергия, у нас будет выносливость, активность, все для того, чтобы полностью реализовываться в этой сфере. У каждого это будет свой дом, своя сфера, но нужно не забывать про ту опору, да, на другой стороне, которая нам дана для того, чтобы ее использовать. И также Овен — это такой знак, который настолько уверен в своей правоте и своей позиции. Во-первых, он ее продавливает, а во-вторых, навязывает, да, и не знает, когда остановиться. Поэтому очень часто это можно и нажить врагов, недоброжелателей таким образом, да, если так себя вести. И также, скажем, потерять границы, контролировать
свое желание всем все доказать. Вот. И опять же, да, это про то, что нужно использовать дипломатию, которая у нас у каждого есть, но она по-разному развита. Потому что если мы будем, скажем, полностью зациклены на своей правоте, на своих взглядах и навязывать их всем остальным, это создаст как и внутренний конфликт внутри нас, почему, например, со мной там кто-то не соглашается, как это так, но также это будут и внешние враги, да, это те люди, которые мы постоянно будем бороться с ветряными мельницами. То есть эту энергию конструктивнее, экологичнее направить во что-то другое. Хотя таких ситуаций будет много, поэтому я об этом и рассказываю. Потому что вы так сможете их отследить. И когда вы заметите их проявление, вы сможете отойти назад, взять паузу и немножечко не среагировать, да, подумать и вспомнить о весах и их дипломатии. Также Раху в Овне в глобальном смысле, да, на мировой арене это может дать тотальные перестройки в обществе. Это может быть как и смена властей, то есть главнокомандующих, да, первых лиц, также границ, возможно, распад текущих объединений между странами. Я видела несколько указаний именно на Евросоюз. Также, то есть выход некоторых стран из Евросоюза, и, по-моему, буквально 2 дня назад я видела, что, сейчас точно не скажу, но какие-то страны уже об этом официально заявили. Также это может дать создание новых союзов, договоренностей и правил. И это, в принципе, то, что уже сейчас мы можем наблюдать. Доказательства этому есть. И в ближайшие 1,5 года, 18 месяцев, пока будет длиться этот транзит, это будет все проигрываться. То есть это, в принципе, только начало. И для этого нужно быть готовыми, потому что сейчас, в принципе, большое время перемен, и то, что происходит, за всем этим есть высший смысл. Но для того, чтобы нам пойти дальше, нам нужно пройти вот сейчас эти стадии и справиться с этими энергиями, понять, в чем высший замысел, да, и использовать их правильно, потому что энергия Овна, она еще может создавать, опять же, ту массовую информационную войну, пропаганду, которая вот тоже происходит уже сейчас, и это будет еще происходить какое-то время, то есть на этом не закончится. Далее, тот знак, вернее, тот дом, где находится у вас в карте первый знак, Овен, да, он у вас выйдет на первый план. То есть там будет происходить и активность, и событийность, уже могла начаться, и в ближайшие 1,5 года. То есть это будет центром вашего внимания. И вначале вообще как действуют транзиты? Сначала это появляется какое-то желание, где-то там на подсознании, вот как было бы неплохо, да? Но потом это становится, прям этот голос становится все громче и громче, и прям это превращается в действие, как план. Вот я этого хочу, мне это нужно достичь. Вот, поэтому наблюдайте за этим, как эти энергии проигрываются. И, в принципе, для чего вот мы рассматриваем транзиты и их влияние, и почему я делаю ежемесячные гороскопы. Причина, наверное, одна, самая главная в том, чтобы каждый из нас учился синхронизироваться с пространством, с тем местом, где мы находимся, где мы живем, чувствовал эти энергии, которые мы называем планетами, да, и по-своему их описываем, и начинали видеть их влияние, как меняется событийность нашей жизни, как меняется наше внутреннее ощущение, что с нами происходит, наши мысли, восприятие, мировоззрение. И тем самым тренировались как бы на этих внешних и внутренних факторах тоже быть сонастроенными со Вселенной, со своим внутренним голосом. То есть по большой части это вот про это у меня, не про то, чтобы предсказывать какие-то события, потому что, в принципе, во всех прогнозах я делаю такой средний прогноз. У кого-то это будет жестче, немножко негативнее, у кого-то наоборот, это будет временем расширения возможностей. Это уже индивидуально, и в большей части это зависит именно от того, как вы живете, какие у вас мысли, чем вы занимаетесь, на каком уровне, да, осознанности вы находитесь, занимаетесь ли вы практиками.
насколько вы открыты, в принципе. Поэтому это очень индивидуально, и рассматривать эффекты. То есть это больше для примера, да, те прогнозы, которые я публикую, но как именно у вас они проигрываются, для этого, конечно, стоит изучать свою карту или делать личную консультацию. Раху еще показывает наше будущее, то есть это кармические задачи, вещи, к которым мы будем стремиться, опять же, подсознательно или очень даже сознательно, да, это наше желание что-то менять, в этом как-то развиваться, но так как это теневая планета, она очень часто действует двояко, то есть с одной стороны мы этого очень сильно хотим, и с другой стороны мы этого безумно боимся, просто вот это прям немыслимо, если я это сделаю, тогда я не знаю, что со мной будет. То есть очень часто это так, и именно эту сферу, где находится Раху или где есть его аспекты в карте, мы не можем адекватно оценивать свои возможности. То есть у нас всегда в этих сферах сомнения, мы всегда как-то чувствуем, что вот я что-то или не доделываю, или я как-то не умею. То есть вот синдром самозванца, да, в неком смысле. И также Раху, с одной стороны, это энергия, которая может и давать, и отнимать. И эту энергию можно использовать на расширение той сферы, где она вот будет сейчас транзитом идти, но также, используя ее, скажем, в невежестве, да, в низших энергиях, вибрациях, гунах, тогда мы можем, наоборот, уйти в иллюзии и вообще не понять, в чем заключались уроки, и как бы уйти еще дальше, еще назад. И это тоже нормально, тут нету хорошо или плохо, да, это про то, что через какое-то время уроки снова повторятся, и нас как бы снова будут проверять. И сейчас этот транзит, который вот будет происходить, Раху-Кету, он уже был 18 лет назад, поэтому какие-то события, которые у вас были 18 лет назад, они сейчас могут как-то проигрываться. Не значит, что один в один, нет, но какие-то вещи могут всплывать из прошлого, которые вы сейчас сможете закрыть, используя тот опыт, который вот вы набрали за 18 лет. Тоже проследите за этим моментом и поделитесь обратной связью, потому что я вижу, что у меня как бы четкое указание в своей карте, я смотрела то, что было 18 лет назад, то, что происходит сейчас, и я вот наблюдаю, как именно это проиграется. То есть на это указание есть, я уже вижу это, но мыслей таких не было, и сейчас посмотрим, если повторится так же или нет. Поэтому было бы интересно узнать ваши истории. Далее, уроки, которые у нас идут, кармические задачи по Раху, это те сферы, это настолько обширные вещи, они как будто бы нескончаемые, то есть ты идешь по этому пути и как будто бы не видишь, когда и где он именно закончится. И вот эти кармические задачи, можно сказать, что они пожизненные. То есть это то, что мы делаем на протяжении всей жизни, к чему мы стремимся. Нет такого, что мы там, где у нас находятся Раху или его аспекты, в какой-то момент мы вот достигли вершины, и мы там можем вот почивать на лаврах, то есть быть полностью удовлетворенными, я сделал все, что мог. Такого не бывает, это не про это. То есть там всегда есть рост, есть всегда куда двигаться дальше, нарабатывать те или иные навыки и расширять эту сферу, потому что Раху — энергия расширения, всегда вот это есть жажда, еще и еще. Кету указывает на наше подсознание, это некая память прошлого, прошлое воплощение, да, наработанный опыт. Также в карте, в зависимости вот от его месторасположения, диспозитора, знака, накшатры, других факторов, он может указывать на то, что у человека есть какие-то эзотерические знания или мистические опыты, и он может использовать их как и для себя, так и для работы с другими людьми, если на то есть указания. Также Кету олицетворяет мокшу. Мокша — 12-й дом. Это освобождение от желаний, как раз-таки, да, то, что напротив Раху. Раху — желание, Кету — освобождение от этих желаний. И выход из колеса сансары, то есть мы заканчиваем цикл перерождений.
Также кету — это потери, какие-то отрешения, аскезы, накопленный опыт. Например, очень часто, что мы видим, наблюдаем, те люди, у которых в карте кету как-то связан с духовными домами, особенно 12-м, иногда 9-м, у них, потом мы уже в сессиях по регрессивной терапии смотрим, у них есть воплощения или были воплощения, где они были аскетами, монахами. И этот опыт, то есть и в этой жизни, в этой карте это видно, и этот опыт еще очень свежий. То есть у них эти знания, их можно активировать, да, они достаточно близко как бы находятся. Вот такое ощущение. И они это могут, то есть у них уже есть наработка в этом, им в этой жизни, опять же, зависит от индивидуальной карты, но они могут это активировать и пойти в зону напротив, да, чтобы использовать этот самый опыт. Например, вот я уже сказала, да, если кету в 12-м, раху тогда будет в 6-м. То есть в 6-м это служение людям. И можно служить людям по-разному. Это может быть работа, которая работа с людьми, да, это может быть и медицина, это может быть и консультирование. Кету в 9-м, получается раху в 3-м. Тоже консультирование, коммуникация, например, написание книг, статей, то есть передача знаний, да, информация. Вот как это может проиграться. И как я уже рассказывала, кету будет у нас находиться в знаке весов. Это воздушный, творческий венерианский знак. Весы отвечают за контакты, общительность, дипломатию, отношения и партнерство. И в естественном гороскопе он как раз и олицетворяет 7-й дом. Это 7-й знак. И этот транзит раху и кету может дать нам очень много браков. Не значит, что у одного человека много браков, но в принципе, да, за эти 1,5 года могут заключаться как и браки, так и новые союзы, партнерства, особенно с иностранцами. Поэтому это тоже такой момент, по которому мы можем отследить, как этот транзит проигрывается. И результаты для вас, да, будут в тех сферах, куда у вас и зайдут раху и кету. И вот эти дни я отвечала, те, кто присылал свои данные или кто уже знает свои карты, вы можете посмотреть, проверить, по каким домам сферы вашей жизни он будет проходить. Что можно делать, скажем, для того, чтобы сгармонизировать этот транзит, такие общие рекомендации, да, которые подойдут всем, потому что для личных рекомендаций нужно смотреть личную карту. Но то, что подойдет для всех, это изучать, в принципе, законы мироздания, карму, Вселенной, заниматься саморазвитием, как бы банально это ни звучало, но именно через это мы можем научиться контролю своих желаний, различного плана, иметь ценности, иметь достаточную осознанность, духовность для того, чтобы не наносить вред, потому что раху в Овне как раз-таки на это и будет толкать. Это очень агрессивная энергия. И здесь нам важно помнить о принципе ахимсы. Это ведический термин, который говорит не вредить другим живым существам. Да? Это относится как бы ко всем. И также, вот следуя этим рекомендациям, вы можете нейтрализовать те негативные влияния, которые могут быть от транзита, немножечко смягчить уроки. Это не значит, что вы полностью сможете их избежать, потому что карма так не работает. Полностью ее обойти никто пока не смог. То есть мы можем из своего желания, благодаря своей свободной воле, выбирать идти навстречу тем трудностям, тем урокам, да, идя в них сознаниями, развиваясь, то есть сталкиваясь лицом к лицу. Мы их принимаем, мы от них не убегаем, не боимся, не закрываем глаза, это не со мной и так далее. То есть мы выбираем позицию взрослого, и мы смотрим им в глаза, в лицо, пытаемся, опять же, на этих событиях, да, у каждого в жизни происходят те или иные кризисы, трансформации и так далее, и да, это именно через боль, по-другому этого не бывает. Именно так мы учимся понимать законы этого мира, где мы живем и как здесь все устроено. Когда приходит это осознавание, у нас расширяется картинка, и мы уже полностью и меняем свое восприятие мира и, конечно же, те действия,
которые мы делаем. Поэтому если каждый человек в мире будет следовать таким простым законам, они в принципе описаны во всех религиях, мир наш, конечно, станет намного добрее. Но мы к этому идем, поэтому мы проводим, да, эфиры и говорим об этом. Благодарю, Татьяна, за обратную связь, это прям очень радует. Спасибо. Я надеюсь, вы еще там не уснули и вам не скучно. Я сейчас немножечко ускорюсь, потому что об этом можно говорить прям очень долго. А сейчас перейдем к прогнозу для всех остальных знаков. Давайте начнем с Овнов, да, традиционно. Итак, для Овнов данный транзит Раху-Кету пройдет на оси 1-7 дома. Это значит, что, то есть 1, 7, да, это Раху-Кету. Я буду начинать в таком порядке, то есть Раху будет идти по 1 дому. И здесь как раз задача для Овнов, восходящий Овен в первую очередь, но также можете уделять внимание лунному знаку, также смотреть от Луны. Ориентируйтесь на оба и синтезируйте эти прогнозы. Смотрите, как именно у вас это проигрывается. Потому что в ведической астрологии мы используем оба знака для прогнозов и для расчета, в принципе. Итак, для Овнов важно будет пересмотреть свое мировоззрение, идеи, способы мышления, цели. То есть у вас как раз-таки это идет по 1 дому, да, голова. И это говорит о том, что когда Раху в 1 доме, вы, в принципе, можете за эти 1,5 года очень сильно как и сами измениться, так и изменить вашу жизнь, различные сферы. То есть тут может быть эффекты, да, событийность в нескольких сферах одновременно, потому что меняется сама личность. И здесь важно размышлять о том, куда вы хотите идти, что вам важно, зачем вы делаете те или иные вещи, да, например, ваша работа, или то, как вы зарабатываете, или то, как вы живете. Понять, что ваше, что не ваше, чего вы хотите достичь, и также какие действия вы предпринимаете для того, чтобы это достигать. Да? Возможно, есть более экологичные, и стоит посмотреть альтернативные пути для того, чтобы их добиться, к ним прийти. Поэтому это время для действия, энергии будет очень много. Овен — это марсианский знак, активный, огненный, поэтому это прям в это время любые задачи, которые не задачи, а проекты, идеи, то, что вы захотите реализовать, в это время как раз и нужно реализовывать. Также хорошо развиваться в сфере дипломатии, терпения. Для вас это особенно актуально, потому что Овны, как я уже говорила, по своей натуре очень темпераментные люди, и это классно, это здорово, эта энергия нужна, потому что именно благодаря Овнам и происходят многие вещи в мире, да, то есть они дают этот самый импульс, который заставляет, как первопроходцы, а люди потом за ними идут. Вот. Но здесь важно помнить про баланс, набираемся немножечко терпения, не принимайте скоропостижные решения, то есть на импульсе не принимайте, потому что Раху вот может создавать эти самые иллюзии, и вы потом скажете, получите немножко не те последствия, которые вы хотели бы получить. Занимайтесь личностным ростом, хорошее время, чтобы как-то изменить свой имидж, да, позиционирование, в принципе, представить себя как эксперта, или выдвинуть личность, да, на первый план, то есть личность как бренд. Вот. И так как Кету находится в 7 доме, он указывает на то, что фокусом семейные отношения не стоит делать, хотя могут быть такие желания, стремления, потому что Кету не способствует этому. Это энергия, которая, наоборот, про отказ от чего-то, да, ограничение, аскетизм. Поэтому здесь тоже не про то, чтобы обесценивать и, например, я все сам сделаю, тоже это не то. Здесь нужно найти баланс, и если есть рядом партнер, человек надежный, вы можете использовать, да, этот союз для того, чтобы идти вперед как личность, развиваться. Вот. Но это не время, когда вы ставите приоритеты партнера, другого человека выше ваших, и вы как бы играете вторую роль. Это не об этом. Далее Телец. И у вас Раху-Кету будет идти по оси 6-12 дома. И оба эти дома — это дома Дустхана, да, это достаточно, скажем, нелегкие дома. Там есть определенные
сложностей, но это дома роста, через то, что мы растем. Как раз 12-й дом, он может приносить очень много трансформаций, часто через какие-то ограничения, потому что это вот именно энергии мокши, освобождения. То есть здесь может происходить какие-то потери или отказ от того, что вам больше не нужно. То есть обстоятельства могут складываться таким образом, что вы как будто бы что-то потеряете, придется, да, пойти на какие-то уступки, но это будет именно с теми вещами, которые не нужны или не служат вам на данный момент. То есть то, что ваше, у вас никогда не отнимут. Но в определенные моменты жизни бывают такие некие обнуления, да, то есть чистят. Вот энергии иногда с такими транзитами именно об этом. И здесь ничего не нужно бояться. Это нормальный процесс, и, как я уже сказала, то, что ваше, у вас никогда не отнимут. Здесь главное не привязываться, потому что этот транзит будет учить именно об этом, чтобы не привязываться к каким-то материальным благам в особенности. И очень хорошо в это время, например, для того, чтобы минимизировать какие-то негативные влияния, особенно касательно финансовой сферы, потому что могут быть траты, здесь хорошо заниматься благотворительностью и, в принципе, помогать другим людям. Особенно это тем людям, которые не имеют возможности, да, не имеют поддержки со стороны. То есть это одинокие мамы, это приюты, это детки, у которых нет родителей, это дома престарелых. И тем самым добровольно расставаясь с чем-то, да, в данном случае с финансами, с ресурсами, вещами, чем вы можете помочь, вы гармонизируете влияние Раху, то есть отдавая добровольно, да, у вас потом не отнимут принудительно, или это будет намного мягче. Об этом, это гармонизация, которая работает, и это в принципе для всех, особенно если у вас как-то проявлен 12-й дом по жизни. Еще для гармонизации хорошо путешествовать, это дальние путешествия, и часто это достаточно длительные путешествия, то есть не короткие. И также это духовные практики, особенно то, что касается подсознания, йога, пранаяма, то есть какие-то вот аскетичные практики, также подсознание, то, что связано с ним, медитации и, например, паломничество, да, вот у меня в карте, потому что постоянно активный 12-й дом, вот не то, что мне приходится, нет, но жизнь как бы к этому привела в свое время, и я, в принципе, всегда нахожусь за границей, то есть в своем месте рождения я давно очень не была и очень редко бываю, вот, и гармонизирую, то есть таким образом 12-й дом. И духовность, паломничество, любые места силы, это очень сильно помогает. И также это время для тельцов, для переосмысления, для прозрения, для каких-то духовных таких инсайтов, потому что телец — это венерианский знак, это знак, который очень любит материальный комфорт, стабильность, наслаждение, да, и с таким транзитом, будут уроки, которые будут учить, скажем, совсем другой стороне жизни, и это нормально, вы только расширите свой кругозор, здесь откроете, наоборот, для себя что-то новое. Вот. И также у некоторых людей могут быть мысли об иммиграции, переезде, потому что ось 6-12 домов может давать такой эффект. Поэтому если мысли уже такие были у кого-то из вас, в целом это благоприятное время для того, чтобы это сделать. Но здесь как бы лучше рассмотреть натальную карту. Также по 6-му дому это может говорить о том, что появится желание изменить обыденную жизнь, да, изменить рутину или какие-то ежедневные обязанности, то есть захочется какого-то новшества, что-то по-новому попробовать и внедрять их в свою жизнь. Еще хорошо в это время сотрудничать или работать, партнериться с людьми из-за границы или приносить, например, идеи из других стран, за рубежа, для того, чтобы, опять же, да, таким образом гармонизировать 12-й дом. По 6-му дому еще очень важно будет обратить внимание на здоровье, особенно желудок, кишечник, гениталии, потому что здесь это может вызывать, да, некие проявления, и в это время хорошо, так как кету — это энергия ограничения, отказа,
Хорошо делать чистки, детоксы, следить за питанием, ограничивать себя в каких-то продуктах или исключать эти продукты, делать посты, экадыши соблюдать. Вот такие вот вещи будет хорошо. Далее близнецы. Транзит будет проходить по оси 11-5 до дома. И для близнецов это классный транзит, потому что 11-й дом, он достаточно благоприятный, и он отвечает за амбиции, желания, союзы, дружбу, поддержку со стороны единомышленников, друзей, наставников, а также популярность, узнаваемость. Поэтому в это время этих желаний станет еще больше, потому что Раху расширит эти самые амбиции. И это отличное время для того, чтобы использовать эти энергии, например, заявить о себе или сделать прорыв, запустить какой-то проект. Особенно 5-й дом, да, может говорить о творчестве, реализации себя, какой-то креативности, проявлении себя. Так вот, проявляясь в это время, вы можете получить плоды 11-го дома, пока Раху будет находиться там 1,5 года. Поэтому заявляйте о себе, рекламируйте свои продукты, услуги, то, чем вы занимаетесь, и все у вас обязательно получится. Еще это время может дать дополнительный финансовый источник. И Кету, находясь в 5-м доме, здесь опять же будет зависеть от индивидуальной карты, но он может указывать на желание иметь детей или что-то, что связано с этим, то есть или воспитание, образование, зачатие, рождение, да, также какие-то страхи, которые с этим могут быть связаны, потому что Кету у нас тоже указывает на страхи ограничения, неуверенности, может это давать. И также, кроме детей, да, это дом, который отвечает за реализацию, желание проявлять себя, особенно через творчество. Также это дом образования, поэтому можно получать в это время, можно или получать, или использовать то образование, которое вы получили для наработки нового навыка или для смены деятельности, да, или запуска параллельной деятельности. Сейчас вопрос. Так, к весам мы перейдем, да, в их время, когда они будут, поэтому не беспокойтесь. Сейчас мы продолжаем, и у нас следующий знак — это восходящий рак. И идет транзит Раху-Кету по 10-му и 4-му дому. 10-й дом — это сфера карьеры, социальной реализации. Это тоже достаточно хорошее положение, потому что указывает на то, что будет очень много амбиций, желаний, реализации себя в деятельности. И следующие 1,5 года они благоприятны для того, чтобы получать или повышение, или строить карьеру, или как-то себя реализовывать, создавать свой статус, авторитет, нарабатывать экспертность, опыт. Поэтому полностью вся энергия будет фокусироваться на эту сферу. Но так как 4-й дом — это дом, туда попадает Кету, это дом нашего места жительства, в принципе, дом недвижимости, также внутреннего счастья, комфорта, семьи, отношений с ней, с мамой. Это может говорить о том, что из этой сферы может быть как и поддержка, так и изменения. И, в принципе, это еще может дать тоже индивидуально очень, может дать смену места жительства, связанную с работой, или место проживания, да, то есть то, что касается дома, квартиры, то есть какие-то изменения будут с этим связаны. И в это время стоит фокусироваться все-таки больше на карьере, опираясь на семью, ту поддержку, которая у вас есть, для того, чтобы реализовать свои задачи, использовать, да, дары, проявиться в этом мире, потому что это очень благоприятный транзит, в это время очень можно сделать большие результаты. То есть это не то время, когда следует оставаться в тени, заниматься, например, домом, бытом, потому что рак сам по себе — это знак, который олицетворяет 4-й дом. То есть почему вот раки очень привязаны к дому, да, потому что они с этой энергией связаны, они и есть эта энергия как бы воплоти. Вот. И с этим транзитом с Кету в 4-м здесь, конечно, будет или не хватать душевного комфорта или уюта дома. Вот что-то будет с этим связано. Нужно понимать, что, во-первых, это временно, а во-вторых, задача, фокус сейчас на другом. Вот. Пройдет этот транзит, и можно будет посидеть подольше дома. Сейчас время поработать. Далее восходящий лев.
у вас транзит будет идти по оси 9 и 3 дома. Раху в 9 доме, он может принести события, которые связаны с отцом. Могут быть какие-то изменения в ваших взаимоотношениях или в его жизни. Также это может показывать наставников, учителей. Тема образования станет активной, потому что это 2 дом образования, обычно высшего, это какое-то повышение квалификации, может указывать на образование за рубежом, в принципе, путешествия, переезды, получение новых знаний, также связанных с духовностью, и новые возможности. И как гармонизация благоприятно в это время путешествовать, заниматься, читать, например, духовные книги или то, что связано с духовными практиками, потому что 9 дом — это юпитерианский дом, это Юпитер у нас олицетворяет высшее знание, знание высшего порядка, поэтому вы тем самым сможете усилить 9 дом и нейтрализовать негативные влияния Раху. Кету в 3 доме он может ограничивать, то есть как бы сковывать, да, силу воли, за что отвечает 3 дом, амбиции, энтузиазм или, в принципе, энергию, да, что-либо делать, предпринимать, начинать. Поэтому это и неплохо, и нехорошо. Наоборот, если вы можете использовать эту энергию для того, чтобы удовлетвориться тем, что у вас есть на данный момент, да, и не требовать от себя большего. Далее восходящая Дева. У вас транзит пройдет на оси 8 и 2 дома. И это интересный транзит, потому что 8 дом — это дом Дустханы. Это один из неблагоприятных домов, он у нас есть у всех, то есть в свое время каждый, да, имеет такой транзит, и этот транзит нужно использовать для того, чтобы сделать, опять же, дом трансформации, дом как бы смерти, как олицетворение того, что мы меняемся, мы как бы отказываемся от старых парадигм или установок. Вот. А 2 дом — это дом финансов, также наших мыслей, убеждений, семьи. И здесь Раху может создавать некоторые проблемы с уверенностью в себе, непонимание, куда двигаться дальше, также какие-то финансовые изменения или внезапные расходы. Но также могут быть и финансовые поступления. Это все зависит от именно вашей личной карты. Потому что 8 дом также является домом чужих денег. Очень часто это деньги от партнера, да, супруга, может быть алименты, выплаты любые от государства, дивиденды в том числе, или наследство. То есть это вот такие вещи, они в этот период как-то себя проиграют, будет какая-то событийность. Еще как хорошо гармонизировать этот транзит по 8 дому, это интересоваться всем, что связано с тайными знаниями. Будь это мистика, эзотерика, астрология, тантра, все, что вам ближе, и психология, да, если вы приверженец больше такого классического пути, используйте эти знания для того, чтобы, во-первых, нейтрализовать негативные влияния, но также в это время вы можете себя через это и поддержать, и начать как-то реализовывать, возможно, даже зарабатывать, потому что вот эти 2 дома активны. И хорошее время для того, чтобы проработать свои страхи и негативные убеждения или установки. 8 дом нам также показывает об этом. И это не самое лучшее время для того, чтобы брать на себя какие-то финансовые обязательства, да, или долг, кредит и так далее, потому что 8 дом — это все-таки дом неожиданных ситуаций. Когда там находится Раху, мы не знаем, как повернется та или иная ситуация. То есть может измениться курс валюты, да, может измениться какие-то условия банка, проценты и так далее. И в будущем нам, скажем, станет еще сложнее. То есть это будет или невыгодная сделка для нас, или сложнее рассчитаться. То есть вот ближайшие 1,5 года все-таки не стоит. То, что касается денег. Также следите за своим питанием, отказ от вредных привычек, не сквернословить, потому что кету во 2 доме будет побуждать к этому всему. И в это время стоит быть осторожными все-таки с финансами, иметь некую подушку безопасности и как бы попусту, да, не тратить, все-таки быть очень аскетичными, да, быть кету по сфере денег, то есть очень-очень осторожно с этим.
Но это на самом деле 8-й дом, это большая трансформация, поэтому в это время девы смогут сделать большой прорыв, большой рост над собой и освободиться вот от всего того ненужного, чтобы пойти дальше и использовать эти знания для реализации потенциала. Далее восходящие весы, у вас этот транзит пройдет по оси 7 и 1 дома, то есть как у овнов, да, но только наоборот, перевернутая позиция. И Раху в 7 доме, в классической астрологии, как бы просто имея Раху в 7 доме, это достаточно сложная позиция для того, чтобы иметь длительные или гармоничные отношения. Очень часто это дает разрывы. Мы так не можем для каждого человека говорить, все очень индивидуально, но все же указание на это есть. Для весов нужно быть осторожными касательно этой сферы и быть достаточно осознанными, потому что могут быть разрывы как и старых отношений, так и создание новых отношений в этот период, могут быть какие-то статусы, да, любовницы, любовника, какие-то тайны, также проблемы в семейной жизни, могут быть изменения в планах, путешествиях, возможно, даже иммиграция, и также возможен брак или партнерство с иностранцем. Кету в 1 доме, он как раз-таки заставляет человека как бы пойти вовнутрь, то есть он усиливает здесь интуицию, немножечко дает некую неопределенность, и это время как раз-таки, чтобы немножечко уйти в себя и понять, какие у вас приоритеты, какие у вас ценности, и для этого вам поможет сильный партнер. То есть у вас эти ближайшие 1,5 года фокус все-таки на партнерстве, да, ваша реализация через другого человека. Но для этого вам нужно, скажем, или экологично завершить союз, если уже, да, такие мысли были. То есть это не для всех, это не значит, что все должны расстаться в этот период. Нет. Если такие мысли были, если будут возникать или есть проблемы в семейной жизни, также их проходить достойно. И это может дать новые отношения для тех, кто еще не имеет пары. Вот. Поэтому здесь интересно, потому что могут создаваться также 7-й дом, он может говорить про собственный бизнес. Это то время, когда можно запартнериться с кем-то через союз, именно сделать большой прорыв, да, реализоваться вот с человеком. Потому что для весов, в принципе, 7-й дом он ключевой, весы сами олицетворяют этот дом. И это те люди, которые реализовываются именно в паре с кем-то, в партнерстве. Это не одиночки. То есть им нужен всегда кто-то. Это их балансирует, усиливает, таким образом они могут проявлять свои сильные качества. Далее Скорпион, восходящий Скорпион, у вас транзит по оси 6-12, и Раху в 6-м, он может способствовать неожиданным решениям различных ситуаций или конфликтов. Также это хорошее время для того, чтобы служить людям, да, заниматься своей работой, своими обязанностями, и еще решать различные финансовые или бухгалтерские обязанности, то, что связано с деньгами. Также вам стоит заниматься здоровьем, потому что Раху в 6-м, он может говорить о том, что или проявление каких-то, возможно, заболеваний, или немножечко сложности, да, это 6-й дом, он отвечает за пищеварение, все, что связано с кишечником, поэтому, имея там Раху, все-таки вредоносное влияние от него есть, поэтому нужно следить за питанием, ограничивать себя тоже в чем-то и заниматься физическими нагрузками. И Кету в 12-м доме, опять же, это ось 6-12, она может давать желание к переездам, к эмиграции, также желание путешествовать, изучать духовные знания, практики. 12-й дом, напомню, отвечают, у нас показывают йогу и астрологию, медитацию. Это те духовные практики, да, которые идут по нему и гармонизируют этот дом. Также путешествия с целью самопознания, то есть это могут быть различные ретриты, випассаны. И, в принципе, Кету в 12-м, имея его там, как и транзит, так и натальное положение, человек имеет склонность к уединению. Таким образом, вот как я и говорила, да, Кету в 12-м
Часто это люди, отшельники, аскеты, монахи в прошлых жизнях или стремятся к этому, потому что этот опыт наработан, для них это понятно, да, для них наоборот сложно быть в обществе, в окружении многих людей. Но таким людям важно все-таки находиться какое-то время наедине, потому что именно так чаще всего они восстанавливаются, только когда находятся только в своем поле. Потому что нахождение с другими людьми для них достаточно энергозатратно. Далее восходящий стрелец. У вас транзит Раху-Кету на оси 5-11 дома. Раху в 5-м доме он может создать желания, амбиции в сфере детей, касаемо зачатия, рождения, воспитания или их образования. Также это может привнести романтику или романтические отношения, хорошее положение для реализации своих проектов, талантов, творчества, проявления себя и новое обучение, возможно, смена деятельности, занятия, да, чем-то своим хобби или деятельностью тоже на стороне. Также хорошее время, чтобы строить цели, добиваться, потому что об этом говорит 11-й дом. Еще Раху в 5-м усиливает ментальные способности, потому что 5-й дом — это дом интеллекта, дом образования. Поэтому здесь отличное время для того, чтобы находить нестандартные идеи, креативные решения, новые подходы, вот что-то создавать уникальное и показывать это миру, да, воплощать. То есть если у вас уже есть какие-то наработки, есть идеи, вот следующие 1,5 года прям отлично для этого. То есть это будет востребовано, да, и у вас для этого будет энергия. Еще Раху в 5-м доме, 5-й дом, он также показывает нашу накопленную карму из прошлой жизни, и это дом мантр и молитв. Поэтому это очень хорошая позиция для того, чтобы заниматься регулярно чтением, слушанием мантр, молитв в любой конфессии, да, что вам ближе. Через это вы сможете как и наполняться энергией, так и реализовывать свой потенциал. Это вот прям такой лайфхак для тех, у кого натальное такое положение, Раху в 5-м, и вот этот транзит. Попробуйте. Кету в 11-м, он, как я уже говорила, немножечко уменьшает, да, акцент, сужает его, сужает амбиции, желания, стремления, но он может все равно реализовывать по 5-му, вы все равно получите плоды своей работы, и вы можете получить необходимую поддержку от старших, друзей, единомышленников, то есть других людей, да, новые возможности. Далее, восходящий Козерог. У вас этот транзит будет происходить на оси 4-10 дома, и здесь Раху в 4-м доме, он может создавать событийность, которая связана именно с домом, местом вашего жительства, да, это может говорить о переездах. Также 4-й дом — это родина, и здесь в зависимости от личной карты это может показывать как и лишение родины, то есть вынужденный переезд, или же возврат на родину. Также это отношения в семье с мамой, и это про внутреннюю гармонию или наоборот, да, дисгармонию, нестабильность. Опять же, зависит от вашей карты. И еще этот транзит может дать как и сужение, не то чтобы сужение, нет, Раху будет давать расширение, но могут быть какие-то препятствия из-за влияния Кету касаемо именно недвижимости. То есть в зависимости от личного гороскопа могут быть или сложности с тем, чтобы улучшить или расширить свои условия для проживания, а у кого-то наоборот будет очень легко до этого идти и это получаться. Кто-то сможет и улучшить, и также приобрести новую недвижимость или транспортные средства. Здесь то, как это может проиграться, это уже больше такого личного порядка, сложно сказать, но в целом все, что связано с домом, еще, кстати, все, что связано с сообществом, например, объединение людей. То есть, если особенно есть такие идеи или ваша деятельность как-то с этим связана, очень здорово в это время объединять людей, соединять вокруг общей деятельности, общих целей, мировоззрения и так далее. Да? В принципе, это могут быть как и большие организации, так и небольшие, и это будет приносить и удовлетворение, и так вы сможете проиграть вот Раху в 4-м. И это также может создать сильные комьюнити, да, объединение людей вокруг каких-то проектов.
которые будут его дальше развивать. Вот. И в 10-м доме Кету он дает возможность как раз-таки реализовывать свои навыки, таланты, но работа все-таки больше отходит на второй план. То есть на первый план это как раз, если ракам нужно идти в 10-й, в карьеру, то козерогам наоборот. Им нужно из карьеры сфокусироваться на дом, на свою семью, сообщество, да, если есть какие-то вот группы людей, все, что с этим связано. И, в принципе, вопросы недвижимости, они будут очень актуальными все это время. Далее Водолей, восходящий Водолей, у вас транзит будет на оси 3-9 дома. Раху в 3-м даст прилив энергии, очень много силы воли, мотивации, желаний, планов. И это хорошее время для того, чтобы и пересматривать свои планы, ставить новые, достигать их. Хорошо очень проявлять силу характера в это время. Также улучшать, развивать свою коммуникацию, общение с другими людьми, да, налаживать новые контакты, заниматься нетворкингом, это вам очень поможет. Поэтому развивайте организаторские способности, ораторские в том числе. Хорошо создавать что-то или мастерить руками, потому что 3-й дом как раз говорит об этом. Возможно, писать, в принципе, передавать информацию, да, например, через соцсети, написание статей или постов, это тоже вот к этому относится. И, возможно, или какие-то проекты совместной деятельности или поддержка от родственников. Кету в 9-м доме, он может дать опору для достижения своих целей через образование, какие-то знания, в том числе духовные, могут быть путешествия в том числе, и помощь от отца, учителя, наставника, кого-то, да, вышестоящего, возможно, государства в том числе, потому что 9-й дом это показывает. И рыбы, восходящие рыбы, ось 2-8 дома. Раху во 2-м доме дает, в принципе, хорошие возможности для заработка, финансовых накоплений. Это время как раз, когда можно расширить свой финансовый потенциал, стать финансово независимым, самостоятельным. Но так как 8-й дом, где будет находиться Кету, он про неожиданные какие-то события, ситуации, да, могут быть какие-то периоды нестабильные в плане финансов, то есть могут быть большие приходы, но потом какие-то траты или внезапные ситуации, или что-то, заработали деньги, но получить их не можете, какая-то отсрочка, то есть какие-то такие вещи. Учитесь к этому спокойно относиться, потому что, имея вот транзит Раху во 2-м, все-таки мы не можем держать фокус на финансах и иметь там стабильность. Энергия Раху совсем о другом. То есть здесь важно спокойно к этому относиться, заниматься своим делом, но не привязываться, не цепляться. Чем больше вы будете фокусироваться именно на этом, тем сложнее это будет удержать. Просто вот, имейте это в виду. И еще Раху во 2-м. В это время хорошо тоже развивать вам свои ораторские способности, коммуникацию. Очень важно следить за своей речью, отказаться от вредных привычек, следить за питанием, потому что 2-й дом указывает на все это, и 2-й дом указывает на наше питание. Так как Раху энергия расширения, то касаемо еды, например, он может давать неразборчивость, да, очень сильный, например, аппетит, или мы не знаем, когда остановиться, или хотим все попробовать. В общем, может как-то так проявляться. И в это время очень хорошо использовать свою речь, развивать ее, да, то есть ораторские способности для того, чтобы привлекать материальные финансовые возможности. И используйте Кету в 8-м через то, чтобы и развивать и доверять своей интуиции, каким-то знаниям, да, астрологии, психологии, практикам. Так вы сможете более гармонично этот транзит пройти и сгармонизировать негативное влияние этих узлов. Ну что, на этом мы заканчиваем. Я благодарю вас за ваше время. Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Оставляйте в комментариях, и мы обязательно это обсудим. Я думаю, что в ближайшее время нужно будет сделать, в принципе, поговорить больше о Раху Кету в натальных, да, положениях, не только о транзите, потому что это очень интересные точки, они ключевые в нашей жизни и указывают наш путь.
Благодарю вас большое, большое вам спасибо, сохраню эфир, и вы сможете его пересмотреть. Добавлю тайм-коды тоже в ближайшее время, чтобы вам было удобно. Все, прощаюсь с вами, хорошего вечера и до скорых встреч.